Здравствуйте, друзья! В эти цветы сложно не влюбиться. Их также считают превосходной заменой петуний. Если вы хотите иметь пышные, цветущие кусты, сплошь усыпанные множеством ярких цветов, тогда это видео будет вам интересным. Сегодня я расскажу о растении, которое создает причудливые каскады, цветущие долгие месяцы. Речь пойдет про колебрахоа. Данная культура идеальная для выращивания в кашпо, в высоких вазонах и для составления подвесных конструкций. Ее также с успехом выращивают в балконных ящиках. Колебрахоа мегаобильная на цветение. Ее любя прозвали «миллион колокольчиков». При хорошем уходе кусты способны выдавать огромное количество ярких цветов. Порой из-за такого пышного цветения не видно ни побегов, ни листвы. Цветовая гамма колебрахоа просто поражает. Подобных ярких сочетаний, как у нее, надо еще поискать. На лепестках присутствует сразу несколько оттенков. Цветы украшены ярко-желтой сердцевиной и необычными штрихами или своеобразным рисунком. Каждый цветочек, хоть и небольшой, но отличается своей неповторимостью. А если учесть, что при соответствующем уходе колебрахоа мега обильно цветет, то такое ампельное растение вполне создаст конкуренцию даже популярным петуниям. Таких ярких расцветок, как у колебрахоа, вы не встретите ни у петуний, ни у других ампельных культур. За это цветоводы и ценят колебрахоа. Те, кто сумел с ней подружиться, выращивают ее каждый год. Кстати, колебрахоа – это многолетнее растение, но в холодных садах она не зимует. Осенью кусты заносят в светлое помещение. Полив сокращают, а подкормки полностью прекращают. Маточные растения легко размножить черенкованием. Интересно, что ранее этот цветок считали одной из разновидностей петунии, но они сильно отличаются. И самое главное отличие в структуре ДНК. Дело в том, что у петунии количество хромосом 14, а у колебрахоа все 18. Именно этим ученые смогли доказать, что эти культуры совершенно разные, хоть и родственные. Колебрахоа легко отличить по ярко выраженному желтому центру воронковидных цветов. Листва более мелкая и удлиненная. Преимущество колебрахоа еще и в том, что ее побеги, несмотря на внушительную длину, намного крепче по сравнению с петунией. Они менее страдают от ветра и дождей. А сами цветочки хоть и меньших размеров, но красочнее и устойчивее к переменам погоды. Культура отлично подходит для уличного и домашнего содержания. В зависимости от сорта растения наращивают длинные, полупаникающие побеги разной длины. Есть ампельные колебрахоа с ветками около метра-полтора. Только представьте, какая это красота! Огромный каскад из множества ярких цветов. Стебли просто усыпаны красочными колокольчатыми цветками, диаметр которых составляет около 3 см. Окрасок и самых разных оттенков у колебрахоа великое множество. Есть также сорта, которые отличаются формой цветов. Невероятно красивые махровые гибриды. Их цветочки похожи на небольшие розочки. Вот только у роз вы никогда не увидите подобных ярко-фиолетовых, лавандовых и синих оттенков. А особым ценителям красоты и коллекционерам необычных растений можно порекомендовать колебрахоа хамелеон. Эта красочная сортовая серия поражает многоцветной окраской цветов. Удивляет и то, что их расцветка меняется в течение всего периода вегетации. Видимо, на цвет влияет погода и освещение, и, возможно, состав удобрений. У таких кустов одновременно могут присутствовать колокольчики самых разных оттенков. Очень популярные серии хамелеон сорта Pink Yellow, Sunshine Berry, Blueberry Scone и другие. Не менее популярная серия обильно цветущих колебрахоа под названием «Миллион колокольчиков». Интересно, что изначальная краска у колебрахоа была фиолетовой. Позже селекционеры вывели огромное количество самых разных расцветок. Как говорится, на любой вкус. Такими растениями можно легко украсить сад или придомовую зону. Колебрахоа не даст вам заскучать и поднимет настроение даже в пасмурную погоду.
При хорошем уходе и светлом расположении цвести кустики будут не только обильно, но и долго. Хотя период цветения во многом зависит от сроков размножения. Колебраха с каждым годом набирает все большую популярность. Это невероятно щедрая на цветение культура, которую не просто так называют миллион колокольчиков. Многочисленные цветочки будут распускаться вновь и вновь, вплоть до устойчивых осенних холодов. Однако это теплолюбивое растение не выносит понижения температуры ниже -5 градусов. Поэтому колебраха на зиму заносят в прохладное помещение. С приближением весны кустики можно начеренковать. В отличие от петуний, веточки хорошо укореняются даже без пленочного укрытия. Чего нельзя сказать про размножение семенами. Качественный семенной материал довольно сложно приобрести. Это растение предпочтительнее выращивать черенкованием. Даже летние черенки способны зацвести в текущем сезоне. Молодые растения также неплохо зимуют в домашних условиях. Колебраха отлично подходит для солнечных мест, так как хорошо переносит жару и временную засуху. Эта ампельная культура просто находка для южных садов и балконов. Хотя для обильного цветения своевременный полив и внесение удобрений крайне важны. При частом пересыхании почвы и выращивании кустиков в скудной или тяжелой земле множество цветов вы не получите. Растения предпочитают питательный, легкий, влага- и воздухопроницаемый грунт. Для колебраха также важен свет. Эта культура требует хорошего освещения и более теплых мест, без наличия сквозняков. А вот опрыскивание по кроне это растение очень любит. Но не стоит его проводить под палящими лучами солнца. Для стимулирования непрерывной закладки бутонов растения подкармливают не реже 1 раза в неделю. Удобрения используют комплексные для цветущих культур. Для хорошего развития подросшие черенки обязательно укорачивают, то есть обрезают верхушечную часть побегов. Это подтолкнет растения выпускать новые приросты. Со временем крона колебраха будет более пышной и обильно цветущей. Кстати, обрезки побегов не стоит выбрасывать, вы их также можете укоренить. При семенном размножении посевной колебраха лучше приступать пораньше, так как у этой ампельной культуры достаточно растянутый период развития. Если вы хотите увидеть цветение в конце весны, в начале лета, семена высевают уже с начала зимы, в зависимости от региона выращивания. Сеянцам обязательно подсветка не менее чем 12 часов в день, оптимальная влажность и тепловой режим. Сеянцы прорастают при температуре около 22-25 градусов тепла. Рассаду колебраха обязательно прищипывают. С поливами колебраха надо быть очень аккуратным, иначе растение можно легко перелить. Также перед размножением советую пролить грунт фунгицидом. Попробуйте вырастить или приобрести готовые кустики колебраха. Вы будете приятно удивлены ее мегаобильным и ярким цветением. Поделитесь также своим ценным опытом или мнением в комментариях. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если вы досмотрели это видео до конца, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.